Привет, Арми. Прежде чем формируется мнение, прежде чем выбираются нарративы, и прежде чем кто-либо решает, чему верить, есть одна вещь, которая всегда стоит на первом месте. Не теория, не реклама, а повторяющийся шаблон. Тихий, последовательный и трудно игнорируемый. И именно с этого начинается эта история. Я хочу сказать несколько вещей. В организованной форме. Спокойно. И легко понятно. Я знаю. Не все согласятся. И это нормально. Каждый имеет право на собственное мнение. Это мое мнение. И оно не изменилось. Речь не идет о нападках на кого-либо. Речь идет о наблюдении. Факты. Отношения. И последствия. В контексте, который многим фанатам уже хорошо знаком. Давайте сразу проясним одну вещь. Я люблю музыку BTS. Я ценю их упорный труд. Годы дисциплины. Последовательная командная работа. И сильная групповая динамика. Ни одно из их достижений не было достигнуто без реальных усилий. И на этом пути роль Намджуна как лидера нельзя было игнорировать. Долгое время он был символом стабильности, направленности и баланса. Это был решающий этап. Поворотный момент. Однако со временем динамика изменилась. И на этом новом этапе Тэхён и Чингук снова оказались в центре конфликта, который они на самом деле не создавали. Схема всегда была одна и та же. Сегодня в центре внимания был Чингук. Завтра настала очередь Тэхёна. Его подвергали сомнению. Отстранялись от событий. Перебрасывали от одного спора к другому. Без всякой реальной причины. А потом появились последние фотографии с репетиции. Увидеть всех 7 участников вместе. Это было позитивно. Трогательно. И для многих фанатов увидеть Тэхёна и Чингука снова вместе на экране после столь долгого перерыва было радостным моментом. Несмотря на низкое качество, было очевидно нечто знакомое. Координация. Естественная близость. То, что всегда существовало между ними. Но после этого восприятие начало меняться. Намджун выложил еще одну фотографию. Более интимную. И сосредоточенную исключительно на Чингуке. Независимо от личных намерений. Пост. Укрепил определенный нарратив. И дал пространство тем, кто всегда ищет конфликта. Результат. Чингука снова атаковали. Критиковали. Ставили под сомнение. Хотя он ничего не сделал, кроме выполнения своих обязанностей. По сравнению с предыдущими постами. Посты Тэхёна и Намджуна явно отличались. Фотография Тэхёна выглядела расслабленной. Непринужденной. Без каких-либо скрытых смыслов. В то же время другие посты соответствовали нарративу, который компания долгое время продвигала. Особенно в отношении продвижения мероприятий. И подобные решения напрямую влияют на восприятие Тэкука. Дело не в том, что их отношения изменились. Просто их отодвинули на второй план или использовали, когда это было необходимо. Здесь нужно остановиться. Чингук не действует с полной свободой. Есть контракт. Есть обязательства. Есть ответственность. Не все решения принимаются им. Обвинять его просто потому, что он работает несправедливо. Но за всем этим шумом есть одна вещь, которая никогда не меняется. Отношения Тэхёна и Чингука не строятся на речах. Не на интервью.
ни на маркетинговых стратегиях. Они проявляются в повторяющихся действиях. В последовательности. В тех моментах, которые никогда не выглядят натянутыми. Вот почему для многих фанатов отношения Тэхёна и Чингука до сих пор кажутся самыми подлинными. Их не нужно преувеличивать. Их не нужно вписывать в определенный сюжет. Есть воспоминания, к которым трудно вернуться. Но со временем они становятся важными. Потому что именно там раскрывается глубина их связи. Некоторые моменты не нуждаются в объяснении. Они передаются жестами, небольшими решениями и молчанием. Как то, что произошло 2 года назад, когда Тэхён начал свою военную службу. Для многих это был трудный день. Но то, что произошло между ними, было больше, чем просто публичное прощание. Это не была драма. Это не было преувеличением. Это было реально. Вынужденное расставание на 18 месяцев. Признаки были налицо с самого начала. Селфи Тэхёна. Без рубашки. С коротким сообщением. «Хён, давай, береги себя завтра». Было тихо. Но очень ясно. В тот день Чингук был другим. Он почти не отходил от Тэхёна. Как будто они знали, что их время ограничено. Одна маленькая, но поразительная деталь. Он не носил маску. Его выражение лица. Его поза. Его взгляд. Все сосредоточено на Тэхёне. Никаких отвлекающих факторов. Никаких попыток скрыть свои чувства. Даже их физическое состояние. Истощение. Опухшие губы. Подтверждали одну простую вещь. Предыдущая ночь была нелегкой. Не было необходимости в излишних интерпретациях. Было видно, что 2 человека переживают трудную разлуку. Когда пришло время прощаться, Тэхён последовал своим инстинктам. Он поискал Чингука среди толпы и тут же подошел к нему. Реакция Чингука была спонтанной. Крепкие объятия. Нежное поглаживание по голове. Простой жест, но полный смысла. Когда Тэхён ушел, выражение лица Чингука говорило само за себя. Тревога. Отвержение. И осознание наступившей дистанции. На следующий день, когда Чингук отправился в армию, это чувство не исчезло. Опухшие глаза. Комментарии о недосыпании. Разлука все еще ощущалась. 18 месяцев могут показаться зрителям долгим сроком. Но для тех, кто пережил это, гораздо сложнее. Каждая деталь тех дней запоминается не из-за драмы, а из-за ясности. Включая слова Чингука о разочаровании от мысли, что его Тэхён не вернется. Это не было пустым заявлением. Это было честно. Чингук не из тех, кто много говорит. Его общение чаще проявляется в действиях. Небольшие жесты. Простые привычки. И для тех, кто следит за Тэкуком годами, эта закономерность легко узнаваема. Не все нужно объяснять словами. Когда закономерности повторяются. Когда сохраняется последовательность, смысл раскрывается сам собой. Несмотря на критику. Негативные мнения. И, несмотря на внешний шум, одно остается неизменным. Отношения Тэхёна и Чингука не были созданы для того, чтобы угождать публике. Именно поэтому для многих фанатов Тэкук кажется настоящим. Не из-за громких заявлений, а из-за небольших, повторяющихся действий. То, как они ищут друг друга. Уважают время друг друга. Поддерживают, не стремясь к вниманию. Эти простые детали, если рассматривать их вместе, имеют ясный смысл. И часто забывается то, как фанаты воспринимают одно и то же по-разному. Один и тот же жест. Один и тот же взгляд.
Но реакция меняется в зависимости от того, кто это делает. Вопрос прост: действительно ли мы наблюдаем? Или мы просто интерпретируем, основываясь на личных предпочтениях? Дело не в сравнении. Каждая динамика уникальна. Суть в осознании. В том, что отношения Тэхёна и Чингука не нуждаются в чрезмерной защите.